Это был лучший день в моей жизни. В Random Mafia Shooter вышло новое обновление. Я как раз записывал видео, Денчик стримил. И в один момент на стрим зашел сам разработчик игры. О, hello, developer. Он смотрит, стрим наш смотрит. А дальше произошло то, чего мы вообще не ожидали. Он прям сейчас добавил гейм-контент. Он это сейчас делает. Гейм-контент, канал. Контент-креатор, он сделал роль. Мы контент. Мы еще и выделяемся на Discord серии. Я хочу это показать, как это сделать. Ура! Он выдал, Ваня! Просто... Мы тебя любим, просто. Ты самый лучший человек. Офигеть. Нас сделали официальными контент-мейкерами по РМС. Но обо всем по порядку. В этот день мы просто хотели записать обычный обзор на обновление. Ну, знаете, показать новые квартиры, новое оружие, мини-карту, фиксы багов и все такое. Параллельно мой друг Денчик, второй лидер нашего клана, запустил стрим. И пока мы играли, общались и тестировали обнову, на стриме появился сам разработчик Random Mafia Shooter. Для нас это было неожиданно, потому что мы просто снимали контент по игре, который нам реально нравится. В итоге нас заметили официально. Но самое интересное, что обновление само по себе тоже получилось реально большим, ну и неплохим. Полетели нахуй! Ну-ка, а что мы увидим тут? Март 2, апдейт. Да сука! Тут добавили новые квартиры, новые пушки, мини-карту, новое меню по кнопке Tab, убрали старую систему захвата территорий, ну и пофиксили некоторые баги, которые многие раньше пользовались. Ух, нифига, мини-карта прикольная, слышишь? Можно метки ставить свою. Короче, это не просто мелкий патч, это обновление, которое, ну, можно сказать, меняет ощущение от игры. А где хаты? Подожди, где хаты, смотри. Начнем с самого прикольного, это квартиры. В игру добавили сразу 4 новых варианта жилья. Пентхаус, за 3 миллиона валюты мы получаем довольно роскошный и просторный пентхаус. Там есть спальня, кухня, гостиная, туалет, ну и главный офис. Давайте пройдемся по плюсам пентхауса. Здесь можно менять картины. Там есть радио. А также есть стол, на котором видно время, когда будет ограбление. Ну, можно поменять одежду и поменять свое оружие, но это в каждой квартире такая плюшка есть. Ну и самое главное отличие пентхауса от других квартир, это вот такой шкафчик с вашими достижениями. Достижения дают за убийство NPC, игроков, пиковый киллстрайк, ваш общий заработок с ограблений, сколько всего было сделано ограблений, достижения и, как я понял, за смерти. А теперь давайте рассмотрим роскошную квартиру. Итак, роскошная квартира имеет все основные функции, что и другие квартиры. Вот радио, стол с ограблениями, шкаф с оружием, точнее полка, шкаф с одеждой. Вот можно менять картины, ну и вот телефон. И все. А, и кстати, забыл сказать, телефон тут точно такой же, как в будках. То есть вы можете позвонить, сбросить розыск, отправить кому-то деньги, ну и все. Ну и следующее, что мы рассмотрим, это городская квартира. Ну и тут рассказывать особо нечего. Вот полки с оружием,
Вот радио. Вот шкаф с одеждой. Ну и все. Осталась последняя квартира на обзор, и это бедная квартира. В этой квартире есть только полка с оружием, шкаф для одежды и все. Ни телефона, ни радио, больше ничего нету. Зато тут есть один прикольный баг. Но все же, обновление не бывает классным, если в него не завезли новые пушки. Давайте о них поговорим. Итак, первое — это мифический пулемет Левис. В описании написано, что это тяжелый пулемет с ленточной подачей патронов, неистовый при стрельбе от бедра, точный при стрельбе с сошек. Рассмотрим способности. Режим сошек. Удерживайте клавишу S для развертывания. Нулевой разброс в конусе 180 градусов. Переместите или нажмите клавишу S для складывания. Расширенный залп работает только с сошками. 4 и более последовательных попаданий наносят урон в 1,3,5 раза больше. Подавляющий огонь, тоже работает только с сошками. Поражает замедленных игроков на 20% в течение 1,5 секунды, только в PvP. Патрон у этого пулемета 100, режим стрельбы автоматический. Выбить его можно только в мифических кейсах. Ну и как свойственно мифическим оружием, оно золотое. Далее маленький пистолетик Derringer. Выглядит компактно, но и в этом и прикол. Такое оружие удобно достать быстро, и оно очень необычно смотрится. Ну и в нем 2 патрона. Следующее — это итальянский пистолет-пулемет Беретта 38. Стреляет очередью по 3 патрона, а в магазине всего 24 патрона. В игру добавили не только квартиры или новые пушки, но и сделали игру немножечко удобнее. В интерфейс добавили мини-карту, и это, как по мне, одно из самых полезных изменений. Теперь мини-карта помогает быстрее ориентироваться. Ты сразу видишь, куда двигаться, где находишься и как лучше добраться до нужного места. Плюс появилась система точек. Это тоже очень удобно, потому что теперь можно проще понимать, куда идти и где находятся важные места. Ну и раз уж мы заговорили про интерфейс, нельзя не упомянуть новое меню по кнопке Tab. Теперь, когда нажимаешь кнопку Tab, точнее зажимаешь, открывается обновленное меню. Оно выглядит свежее, приятнее и удобнее. Вроде бы мелочь, но такими вещами игроки пользуются постоянно, поэтому это реально ощущается во время игры. Но не все изменения — это добавление чего-то нового. Одну старую механику убрали из игры. Это система захвата территорий. Это важное изменение, потому что раньше эта система была частью геймплея. Возможно, разработчик решил ее убрать, потому что мало ей кто пользовался. Хотя было весело собраться все вместе, всем кланом, и отбиваться до последнего. Ну и что ж, фиксы багов, давайте поговорим о них. Во-первых, теперь нельзя брать оружие прямо в главном меню. Пофиксили баг на ускорение с помощью эмоций. То есть нельзя теперь использовать эмоции и брать одновременно пушку, чтобы получить преимущество в виде скорости и так далее. Это было пофикшено. Игроки в Peaceful моде теперь не получают деньги из баунти. Я, если честно, не знаю, что это за баг, я с ним не встречался вообще. Еще убрали баг с ювелирки. То есть раньше можно было влезть через окно и не будет считаться КД за... там 5 минут не будет. Теперь нельзя залезть на кран. Раньше это могло пользоваться как нечестная позиция, но теперь такой возможности нет. Еще теперь нельзя выталкивать охранников в банке и ювелирке. Я соболезную новичкам, которые будут с лошарскими оружиями это грабить, потому что теперь они не смогут их толкать, так как они теперь не имеют коллизии. Но я такой тактикой не пользовался, так что мне как-то пофиг.
Ну и наконец-то, самый долгожданный багфикс, который я ждал, это лист игроков нашей мафии. То есть раньше там можно было смотреть максимум 53 человека и все. Сейчас все намного лучше. Спасибо разработчику. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях. Ну а я пойду ограблю банк напоследок. Воу, это что за хуйня? Где я? Это кто? What the fuck? Ладно, пойду наверх сгоняю, посмотрю, может там что-то будет. Так, не ломайте дверь, найдите код, так более интереснее. Что? Ну окей. Все, я знаю пароль. Так, ага. Угу. Так, о, нихуя. Так, сообщение. Чё? Ладно, если без шуток, то именно ты можешь принять участие в нашем новом розыгрыше на 5000 робуксов. Все, что тебе надо, это скачать нашу карту по ссылке в описании, заснять на ней какое-нибудь видео или сделать какой-нибудь эдит, это уже без разницы. Главное, поставь хэштег PGAFamily в описании своего видеоролика. И возможно, именно ты заберешь эти 5000 робуксов. Давайте подведем итоги. Добавили квартиры, которые делают игру атмосфернее. Новое оружие, которое хочется тестировать, естественно. Новую мини-карту и систему точек, из-за чего играть стало удобнее. Таб-меню. Убрали захват территорий и фикс багов. Но лично для меня главное это то, что в этот же день нас заметил сам разработчик. Я не перестану упоминать об этом вообще. Это очень приятно, когда твой труд наконец замечен, что мы наконец добились своей цели. Мы хотели стать официальными контент-мейкерами по РМС. В итоге у нас все получилось. Это действительно огромнейшая мотивация для нас. Мы никогда и ни за что не покинем РМС. Ну что ж, мы все обсудили. Напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось в этом обновлении. И обязательно поддержите видео лайком, потому что для меня это реально важный ролик. Спасибо всем за просмотр. Это был лучший день моей жизни в РМС. Увидимся в следующем видео.